Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Зима 2024-2025. Как меняется ваша реальность? Как изменится ваша жизнь? Или, как мы говорим, спрашиваем, что же мне по судьбе, что меня ждет? Вот давайте заглянем в будущее. И наш сегодняшний расклад мы выполним на двух колодах. Колода Таро поддержки ангелов и колода Ленорман. И вначале именно на первой колоде, на Таро, мы зададим основные вопросы. И зима у нас из 3 месяцев состоит. Посмотрим энергетику на каждый месяц. Но если мы так немножко абстрагируемся от карт Таро, перейдем на то, что нам планетарно транзиты обещают. В декабре, как водится, мы подводим итоги и строим планы на будущее. И, конечно, какой-то план и вы построите, или будете что-то планировать. Но быть готовым к тому, что мы в январе уже будем вносить какие-то коррективы. И, возможно, февраль это будут новые какие-то, как и планы, или пусть это будет старый план, но, опять же, с какой-то новой коррекцией. Или обстоятельства, или новости, информация какая-либо. Поэтому на долгий период жизни запланировать невозможно. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Поэтому давайте вот от этого оттолкнемся и посмотрим, что нам расскажут карты. Будем реалистами, конечно, любой расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, мои дорогие весы. Итак, первая карта. Чем вас удивит эта зима? Этот период. Событие, которое изменит вашу жизнь или изменит вас самих. Вот это реальность, которая меняется. С чем это будет связано? От чего вы откажетесь? И достанем 3 карты помесячно. Декабрь 2024, январь 2025 и февраль 2025 года. Итак, что же вас удивит? Личная история. Ну, это может у кого-то быть напрямую личное. Ваши взаимоотношения с супругом или с вашим партнером, партнершей. Или пусть еще это какая-то дружба, которая не вылилась ни во что более серьезное. Но, значит, постепенно отношения могут развиваться для тех, кто один или одна. Ну, наверное, основная задача, когда вам может больше не захотеться продолжать сольный вариант. И вы будете продумывать, каким образом мне изменить свою жизнь, судьбу, чтобы рядом со мной был любящий человек. Вот как раз карта любящего человека, чувствующий человек, как тот, который умеет прийти на выручку, на взаимопомощь и делает это бескорыстно. Именно в этой колоде карт нам изображена королева воды, королева кубков. Но неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, перекладывайте на себя, сама по себе энергетика очень добрая. Да, это могут быть отношения с родственниками, где-то и с вашими детьми, может быть, подросшими, или у кого семья, допустим, это могут быть как родственники вашего партнера. Но что-то или кто-то, точнее, вас удивит. Давайте несколько раскроем, чего это может касаться. Какая история, какая ситуация. Итак, что же вас удивит? Вы знаете, тут может быть пересмотр отношений, причем из знака минус в знак плюс. Почему так говорю? В этой колоде двойка огня или двойка жезлов нам говорит о прогрессе. И изображены двое людей, обратите внимание, если в принципе в остальных колодах это ситуация выбора или карта еще может говорить о прошлых отношениях, поэтому есть определенный человек, которого вы уже знаете. И больше нам говорят, наверное, для тех, у кого было какое-то знакомство или были какие-то отношения. И я могу предположить, что это как возврат человека или возврат отношений, как будто заново. Может быть, с новым пониманием человек к вам приходит, или вы, мои дорогие весы, можете обдумывать
какую-то ситуацию, где-то вы можете сожалеть, что прекратили те или иные отношения, но что-то и может быть продолжено в этот период. Конечно, я не говорю, что это будет касаться всех, но, видимо, те союзы, которые как раз могут быть продолжены, должны быть продолжены. Почему? Двое людей смотрят в одном направлении. Мы можем быть совершенно разными, но ставить перед собой те задачи, которые, может быть, как ваша и задача или планы партнера, они каким-то образом переплетаются. И в итоге получается вот это общее направление. Установить отношения, основанные на взаимопонимании, потому что ряд вопросов решать придется, тоже имеет смысл. Давайте посмотрим, чего еще это касается. Кто знает, у кого-то знакомства или какие-то контакты, кстати, по работе могут как раз с каким-то большим интересом друг к другу перерастать в дружбу. Вот такое тоже не могу исключить. Одним словом, есть тот человек, которому вы интересны, и интересен он вам. Но хоть и карта искренности, но мы не будем в целом говорить о том, что это какая-то любовь. И следующая карта, эта карта так изображена, Верховная Жрица. И мы помним, что Верховная Жрица – это независимая карта. Или карта независимости вас, мои дорогие. Это сильная позиция, чтобы себе не навредить. Конечно, это карта тайн. И поэтому для кого-то из вас это те отношения, которые, даже как мы называем, любовный треугольник. Или это даже не партнер, а тот человек, который вам интересен, с кем вам хочется развивать отношения. Но вы о нем никому не рассказали. Или ваши отношения, они тоже словно за кадром, за кулисами. Вы знаете двое только о них. Может быть и ситуация любовного треугольника, когда вам придется делать своего рода выбор. И двойка-то жезлов, она тоже говорит нам о выборе. Здесь может открыться какая-то тайна, потому что часто по Верховной Жрице это та, которая все знает. Но мы же говорим и та, которая в тайне умеет все держать, сохранять, правильно анализировать. Это карта, безусловно, мудрости, более расчетливой активности. Основной посыл – себе не помешать. И здесь будет двояко. У кого-то это будут ваши тайны, но и вы, мои дорогие весы, тоже можете узнать о какой-то тайне. Либо семейной тайне, либо откроется, даже пусть у вас дружба, вы вместе встречаетесь какое-то время, да, или ваши отношения выходят на новый уровень. С одной стороны, откровенные разговоры. То, что было камнем преткновения, здесь как раз обсудить. Но кто знает, может быть, причиной вашего расставания была какая-то особенная причина у партнера. И он вам не сказал, или она вам не сказала. Здесь вы это можете узнать. Может что-то открыться и от дальних родственников, мои дорогие. С чем это еще будет связано? Карта Император. У кого-то действительно прояснится какая-то обстановка, или вы узнаете определенную информацию. И карта Император – это карта власти, это карта, когда мы что-то делаем с учетом того, что, как предусмотрено порядком, система иерархии предусмотрена в вашем обществе, или когда мы оформляем по закону какие-то документы. И здесь вопросы, кстати, могут быть у кого-то вопросы наследства, к примеру, или взаимодействие с родственниками, и одновременно вот с этой системой иерархии, вот в той стране, где проживаете, может быть, правда, нужно что-то прописать по закону на бумаге, составить важные документы. Для кого-то из вас это может говорить о партнерских отношениях, которые вы будете продумывать на последующий период. И может быть в том контексте, когда вы все же можете как узаконить ваши отношения. И здесь у каждого по-своему. Я могу допустить для тех, у кого в состоянии, вот вы разводы, например, да, тогда договариваться придется. Какое-то общее направление увидеть, проговорить, то, что было не сказано или недосказано, больше ясности, понимания, точно в ваши отношения вы захотите внести, и, может быть, захочет партнер. И карта Императора. Посмотрите, у вас два старших аркана. Видимо, будет, вот мы спросили, что удивит. Когда старшие арканы, это еще какие-то внешние обстоятельства. Видимо,
Ну, считайте это как ваша судьба или обстоятельства жизни. Какие-то планетарные транзиты будут создавать для вас вот именно определенную обстановку, когда вот вы будете настроены на откровенность и больше что-то сделать по закону, прояснить ситуацию. Но и вы можете быть несговорчивым императором и где-то проявлять эгоизм. Или ваш партнер или партнерша тоже может быть в таких энергиях. То есть по-разному можно трактовать эти карты. Мы, если выпадает карта император, мы смотрим на самих себя, на нашу составляющую, на то, что мы хотим создать, или то, что для нас наиболее приемлемо. И, мои дорогие весы, сумеете ли вы договориться, зависит от вас. По аркану император в этой колоде организация идет жизни, но идет прописана и структура, поэтому, правда, вы будете упорядочивать свою личную жизнь в том или ином контексте, но что-то вас точно удивит, или откроется ваша тайна, или чья-то тайна. Давайте мы узнаем, как же это событие изменит вашу жизнь. Действительно, перемены будут. Мы только об этом с вами говорили. Через личную жизнь и старший аркан влюбленные. И это может быть сами по себе отношения, но еще это у нас и, безусловно, выбор. Много эмоций, может быть, было до этого момента. Может быть, где-то вас в течение зимы эмоции тоже могут накрывать, но все же я так вижу, что я сейчас достану дополнительные карты, что вы можете сделать с учетом аркана император, более беспристрастного какого-то взгляда на ваши отношения. У кого-то это может касаться и отчасти работы, но я так вижу, что продолжение по личной жизни. Может быть, это, знаете, как есть в ваших планах куда-то переехать, возможно, съехаться, ну, как один из вариантов, с любимым человеком, или насколько любимым, может быть, какие-то партнерские отношения, и вы связываете, как и переезд, изменения в личной жизни, ну, где-то планируете, продумываете, как будет меняться мой рабочий процесс или ваше творчество. Ну, все же старший аркан, здесь может быть самое разное направление. События, которые изменят вашу жизнь. Тут действительно какой-то важный выбор, и опять старший аркан, карта сила. Это карта правильного взаимодействия, в первую очередь, безусловно, дипломатия. Прекрасная дева, которая как ангел изображена, аккуратно гладит по голове льва. Лев – прообраз нашего эго. И вот тот аркан император, да, когда мы хотим настоять где-то на своем или больше видим себя в той или иной ситуации, обстоятельствах. Мы именно хотим себе блага. И можем не заметить, что у партнера у него точно такое же настроение. Сумеем ли мы договориться? Сумеем ли мы причесать этого льва? Ведь это эго наше собственное. И нам карта, кстати, и говорит, держи эмоции на коротком поводке, они могут помешать. Значит, у вас, мои дорогие весы, будет непростая ситуация. Дважды какой-то выбор у вас точно будет, когда вам, может быть, придется набраться мужества и решиться на что-то. Решиться даже на то, что увидеть обстоятельства жизни такими, как они есть. Прекратить какое-то ожидание, может быть, как пустые надежды. А у кого-то воспользоваться альтернативным вариантом, но он от вас потребует совершенно других каких-то действий. И вы можете воспринимать свое состояние как степень риска. Отважитесь вы на что-то или нет. Карта мужества ведь нам тоже об этом говорит. Может быть готовым к какому-то компромиссу, быть готовым к тому, что вы можете оказаться в какой-то обстановке для вас непривычной. И организовывать жизнь тоже придется по-новому. Будьте внимательны, вас словно высшие силы, и правда планетарно это тоже так, для вас очень продуктивный период. Но тогда примите во внимание, что обстоятельства будут развиваться по-своему. Здесь какой-то долгосрочный план, его можно поставить как цель, но не более того, потому что коррекция планов у вас будет не единожды за зимний период. Что же это еще изменит вас и вашу жизнь? Для кого-то из вас это будет обучение или вопросы, связанные с детьми.
Это может быть развитие вашей какой-то любовной истории. Это может быть влечение к человеку, который намного младше вас, с которым очень хочется быть. Вы делаете выбор. Но это карта интуиции, хорошего настроения, мои дорогие. И Паж держит кубок, но из кубка выглядывает рыбья голова тоже. Очень часто во многих картах именно изображен кубок с рыбой, а рыба – это один из символов благополучия. Поэтому вы будете более продуктивно смотреть на любые ваши отношения. Стоит доверять или нет, или во что это выльется в реальной жизни. То есть приятные эмоции, это точно, но как это переложить на практику, это будет задача номер один. У кого-то, правда, будет связано с переездом или разъездами, поездками. Может быть, эта работа связана с командировками. У кого-то выбор напрямую будет касаться или как-то взаимодействовать с вашей работой. Вообще, в целом, нам карта опять говорит про мужество и рекомендует: переверни страницу собственной жизни. Не будет повторено так, как было прежде. Поэтому, с одной стороны, есть и надежда по этой карте. Человек отплыл от прежнего берега, и он отправился в одиночное такое путешествие. Надейтесь сами на себя, мои дорогие весы. Видимо, в этот зимний период вы сами, во-первых, сильны, вам не нужна тут помощь. Это на вас могут даже кто-то рассчитывать, что вы придете кому-то на помощь. Вот, кстати, эта карта к этому тоже располагает. И к вам за помощью ведь тоже могут обратиться близкие. Или ваши дети, или ваши родственники. Вот какое-то взаимодействие тоже может быть. Но вы, видимо, за зимний период, безусловно, этот выбор сделаете. И что-то вы оставите в прошлом. Есть то, на что не хочется оборачиваться. И уж точно не хочется повторять. И этот выбор изменит вас самих. У вас будет больше силы, больше возможностей. Вы, наверное, на что-то решитесь. И, может быть, это будет касаться вашего творчества или вашей мечты. Здесь что-то глобально важное для вас, мои дорогие. И если прежний период вы себя на вторые роли отодвигали или на что-то соглашались, здесь будет зависеть от вашего выбора, как я сказала. Но если вы сделаете выбор в пользу себя, отнюдь не в пользу собственного эго, а каких-то более высоких целей, то тогда какой-то удивительный прогресс, который изменит и вас, и вашу жизнь. Нечего добавить, правда. Давайте мы узнаем, от чего же вы откажетесь. Карта звезда – это то, что мы планируем лет на 10-20. Значит, коррекция планов будет. Мы уже об этом с вами сказали. Вы можете пересмотреть, допустим, собирались ехать в одном направлении. Здесь вы тоже оставите эту мысль, что не просто я передумал или передумала переезжать, а это будет место другое, другой какой-то пункт. Вы, в принципе, пересмотрите свою стратегию и тактику. И если прежде вы больше надеялись, доверяли, то здесь я вижу, что все же это у нас звезда, и здесь прописана именно вера, то вы поймете, что нет, слепая вера, она приносит иногда много проблем. И вы будете более расчетливыми. И не случайно вот этот император, который вам выпадал при выборе, может говорить как раз и о том, что я не могу собой рисковать. И правда, по аркану император никакого риска не должно быть. Все должно быть и как и по закону, так и в принципе сведено к минимуму, даже какая-то двойственность, понимаете? Вот важно, почему сделать откровенные разговоры. Или по этой карте вы можете прийти к выводу, что мой какой-то прежний план, максимум, он практически рухнул. И мне теперь придется отстраивать новую реальность в новых возможностях совершенно. Но оно того стоит. Вот что я должна сказать. Какая-то перезагрузка для вас. Что это может быть? И опять же, у кого-то может быть связано с личной жизнью. Поэтому карта говорит, с одной стороны, меньше эмоций раз, но и не драматизируй. Будь реалистом, потому что это карта романтики. Здесь может быть какое-то даже знакомство, которое вас захватит, именно романтические чувства, но или наоборот, какая-то прежняя связь, вы поймете. Вы будете очень, мои дорогие весы, вы будете
не столько даже, видимо, в течение зимнего периода подвластны этим эмоциям, сколько будете в своих вот этих мечевых воздушных энергиях. Вы будете чересчур рациональны. И если, может быть, это вас тоже, кстати, удивит. Раньше я видел человека или наши отношения через призму собственных эмоций, чувств. А теперь я решил посмотреть, хорошо, так что же есть по факту? И то, что вы увидите, будет означать, что вы от чего-то будете отказываться. Вы более чем рациональны. Знаете почему? Надоела какая-то путаница. Надоел какой-то бесконечный анализ внутренний или пустые надежды. Вы именно увидите, как свободный арбитр, вот эта восьмерка воздуха в этой карте, значение свободного арбитра, когда увидеть беспристрастно какую-то ситуацию. И сразу уходят все сомнения и страхи. Сразу наша позиция более отчетлива, более сильная. Вот она где-то пересекается с этой картой силы. Не получается, от чего-то не отказавшись, построить счастливое будущее. Ну, может быть, от того, что не может быть продолжено. Нам ведь шестерка мечей выпадала. И это карта заслуженного успеха. Но этот успех, он приходит в том случае, и не сразу, когда мы, ну вот есть тот пункт, который мы не удерживаем. Мы прошлое не удерживаем. Позволяем ему оттолкнуться и спокойно уйти. Давайте, от чего же вы еще откажетесь, с чем это связано, как меняется ваша реальность. Правда, вам просто надоест. Какая-то многозадачность, какая-то занятость. Или когда вы себя оставляете на вторые роли. Нам буквально женщина показана, упала от усталости на стол. А эта гора посуды как была, не перемытая, так она и остается. И мы понимаем, что мы много времени потратили на какую-то рутину. А наша жизнь, наше время, оно уходит. И если я буду продолжать в том же духе, то я потеряю лучшие годы своей жизни. Или я потеряю те оставшиеся возможности, или неправильно приложу оставшиеся силы. И в результате это закончится какой-то, как и хронической усталостью, и когда полный стопор. Поэтому, может быть, для вас первый или главный посыл, когда усталость, путаница, мои дорогие, какой-то постоянный стресс вам захочется просто это как обрубить, завершить. Вот такие более холодные энергии делают из вас очень таким добрым реалистом для вас же самих. И это через отказ меняет и вашу жизнь. В данном случае отказ для вас великое благо и пересмотр планов. Может быть, даже меньше доверия, мои дорогие. Вы тут будете учиться доверять самому себе, а не где-то чувствам, эмоциям, а больший реализм, он для вас создает неуязвимую позицию и увеличивает вашу силу. Давайте посмотрим помесячно, что нам расскажут карты. Итак, декабрь 2024 года. Сама по себе возможность. Опять же эмоции. Есть еще эмоции, какие-то важные решения, интуитивные предчувствия, планы на будущее. И туз кубков – это приятные какие-то будут периоды в декабре, когда как признание в любви, или какой-то ваш творческий проект, или какая-то история у вас тут может начаться или продолжиться с каким-то новым вдохновением, пониманием. Карта радости, карта счастья, и словно но девочка у нас держит, кстати, кубок, и ангел ее благословляет. Если это отношения, пусть даже старые, то они определенный путь, стадию обновления тоже должны пройти. Или если это что-то новое, тогда тоже как-то нужно рассмотреть. Давайте мы узнаем, чего это касается, или как меняется ваша реальность, мои дорогие. Как же меняется? С чем это будет связано? Карта дерева – это карта надежности. Это вы идете в сторону надежности. Никакого риска, раз, никакого... И опять выпадает карта крест. Значит, какие-то пережитые события, которые с вами уже случились. Может быть, годы, месяцы, дни тому назад. Это было не случайно. Выводы, мои дорогие, вы должны сделать и на чем-то поставить. Ну, буквально крест или на чем-то поставить точку. И это может быть новая точка отсчета. Как
в отношениях, я уже говорила, когда есть что продолжать, или пусть даже прежний какой-то союз, но остались дети, нерешенные вопросы, значит, в новом контексте тоже должно быть что-то продолжено. Но с учетом туза кубков вы сумеете со всеми договориться. Поэтому тоже своего рода выбор, точно, дважды выбор. Карта косы – это сбор урожая, поэтому может порадовать, мои дорогие весы, как получение денег в декабре. Да, правда, какая-то сумма за проделанную работу или как гонорар, например, да, смотря чем вы занимаетесь. Здесь, в принципе, вот этот урожай, он будет радовать. Но, с другой стороны, коса, она острая, и нам говорят, смотри, не поранься. Поэтому какой-то конфликт нет смысла продолжать, это факт. А вот сделать важные выводы определенно стоит. И если вы с кем-то не согласны, конфликт мы не раздуваем. Просто, ну, наверное, на чем-то ставим точку. Или красиво ретироваться. Это будет наиболее правильный вариант. Может быть, если вы надумаете уже в декабре что-то завершить, с чем это может быть связано. Может быть, и вопросы, опять же, дома, имущества, детей, когда все переплелось в один клубок с вашим прежним партнером, или какие-то вопросы по части родственников. У кого-то, кстати, вопросы, правда, по части недвижимости или наследства, но это где-то касается именно больше с позиции ваших родственников, близких людей, любимых людей или партнерских отношений все же по личной жизни, в любовь. В принципе, так. Хорошо. Что январь, мои дорогие? Солнце, мне нечего добавить. Видимо, декабрь не совсем простой месяц, может быть, не единожды. С одной стороны, приятные эмоции, но вы сами не хотите обманываться. И вот, наверное, когда приходит это понимание, я не хочу обманываться, но я хочу изменить свою жизнь. Вот такие две составляющие. И вы готовы идти налегке. Тогда вам судьба предоставит множество возможностей. Для вас будет очень важно не застрять в прошлом и наметить правильные действия. Пусть даже вы не можете какой-то вопрос сделать, тему, намерение просчитать. У вас на кону солнце. Это буквально в январе. Поэтому январь, даже если вы думали, к примеру, что он будет для вас, ну у нас январь, чаще половина месяца, в таком спокойном режиме. А здесь у вас в январе может быть на кону что-то важное. Как-то по-другому сложится, чем прежние годы для вас январь, открывая вам как и дорогу к новым решениям, к успеху и к новым возможностям. Потребуется буквально энтузиазм и ваши действия. Не расслабишься. У вас в январе. Вот настройтесь, потому что на кону ваше будущее. И то, может быть, те выводы, которые вы сделаете, необходимы в декабре. Дальше в январе вы себе поставите как цель, и ваши мечты словно сбываются. Определяться с чем-то придется, но оно того стоит. И в последующие полгода вы будете максимальную активность уделять какой-то одной сфере жизни. И, может быть, это и есть личная жизнь, но она тогда откроет какие-то возможности. Или это ваше творчество, мои дорогие, по тузу кубков это ваше творчество. Среди вас очень много творческих людей. И неважно, чем вы занимаетесь, может быть, вы актер, актриса, пишете книги или креативите, что-то создаете, неважно. Вот вас или двигатель вашего прогресса – это вы сами, ваша интуиция по отношению к вам и ваш творческий процесс, ваше вдохновение, мои дорогие. Из него вы создаете какой-то восхитительный сюжет. Активными будут, повторюсь, 6 месяцев, но это будет новый план на 20 лет. Новый, потому что прежний вы скорректируете или даже кто-то из вас полностью откажется от одного плана, потому что у вас будет что-то совершенно другое. Вот так меняется ваша реальность. Февраль. Мне нечего добавить. В той или иной области. 4 жезлов, 4 огня, праздник после победы. И это, как и перспективы на будущее, так и сам по себе праздник. Рост вашей популярности, мои дорогие весы.
Это когда новые возможности не просто сами по себе приходят, но вы уже будете в феврале видеть, как это осуществить на практике. Когда у вас много задумок каких-то будет получаться по части вашей работы или задуманных каких-то проектов. По этой карте вы можете изменить место жительства и даже, может быть, вам придется решать вопросы по части вашего проживания, и, определившись с местом проживания, вы будете улучшать жилищные условия, делая их более комфортным. То есть превращать буквально в жилье, чтобы это было место моего отдыха, как будто праздника, где я восстанавливаю силы. Какая-то история денежная тоже. Вот эта перезагрузка, она для вас совершенно необходима. И вот в тех энергиях, о которых я рассказывала по верхним картам, они вам как раз и помогают и идти к своему солнцу. И чтобы вот этот праздник был не кратковременный, а выстроить какую-то совершенно новую концепцию собственных достижений на длительный период времени. У вас очень сильная позиция будет за период зимы. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.